Друзья, всем большой привет! Испечем сегодня с вами очень вкусные, мягкие домашние булочки. Несмотря на то, что их получается много, съедается все до последней крошки. Оставайтесь со мной, чтобы узнать рецепт. И в первую очередь мы с вами берем теплое, но не горячее молоко. Отправляем его в глубокую миску. Рецепт очень простой, и вы сами в этом убедитесь. Далее берем дрожжи. У меня сегодня живые. Можно взять сухие быстродействующие дрожжи, но тогда их берите в 3 раза меньше по весу. Отправляем дрожжи в теплое молоко. Вот так покрошу их, чтобы дрожжи быстрее растворились. Сразу же отправляю сюда сгущенное молоко. Все продукты должны быть, знаете, такой комнатной температуры. Сгущенное молоко тоже не из холодильника. Вот так отправляем. И теперь все это хорошенечко перемешиваем. Теперь можно добавить сюда соль. Кстати, все продукты и их количество будут указаны в описании под видео, поэтому обязательно туда загляните. И добавляю немного муки. Часть муки. Мука обязательно просеянная. Вот так. Все это хорошенечко перемешаем. Сейчас начнем замешивать тесто. Вот часть муки вмешали, сразу же можно добавить сюда сливочное масло. Сливочное масло мягкое, тоже комнатной температуры. Отправляем. И продолжаем вымешивать. Постепенно будем подсыпать муку. Тесто можно, конечно, замесить при помощи миксера, но, как я обычно говорю, тесто любит руки. Потому что, когда замешиваешь тесто руками, чувствуешь его консистенцию, чувствуешь его на ощупь. Далее, когда тесто уже будет сложно вымешивать, вот я вымешивала его лопаткой в миске, переходим на рабочую поверхность. Присыпаем ее тоже мукой оставшейся. Муки у вас может уйти чуть больше или чуть меньше. Я в описании под видео обязательно укажу, сколько уходит муки у меня. Перекладываем и продолжаем вымешивать до однородного состояния. Примерно 5 минут я вымешивала тесто руками, не добавляла ничего, ни руки не смазывала растительным маслом, ни муку не добавляла. И смотрите, муки у меня ушло меньше на 50 грамм, чем обычно я использую. Зависит это от многих факторов, и от производителя, и от качества муки, поэтому следите, смотрите по консистенции теста. Вот такое вот получилось тесто. Оно прям очень мягенькое, податливое, при этом совсем не липнет к рукам. Все это еще благодаря тому, что в составе теста есть сливочное масло. Поэтому получается оно вот таким вот идеальным. Посмотрите, какое мягчайшее просто тесто. Далее, что мы делаем? Берем глубокую миску, я ее уже смазала растительным маслом. Перекладываем сюда тесто. Посмотрите, оно даже вот такое вот живое получается, как будто стекает с руки. Перекладываем, сверху теста тоже смазываем растительным маслом, чтобы тесто у нас не заветривалось, не подсыхало. Накрываем миску чистым кухонным полотенцем и оставляем для подъема примерно на 50 минут на 1 час. Через 50 минут посмотрите, как прекрасно поднялось тесто. Вот такое вот оно воздушное. Перекладываем на рабочую поверхность. Для удобства разделим тесто на 2 части. Слегка его обомнем руками. Смотрите, я еще тесто разделила на 2 части. Из каждой части я скатываю жгут. Вот таким вот образом и делю его на порционные кусочки. Примерно где-то по 30-35 грамм каждый. Каждый кусочек теста вот таким вот образом подкатываем в шарик и перекладываем на рабочую поверхность. Вот такие вот малипусечки получаются. Далее поступаем следующим образом. Противень застилаем бумагой для выпечки. Берем один колобочек, обмакиваем сначала в молоко, затем здесь у меня семена кунжута, обмакиваем в семенах кунжута
И выкладываем на противень, вот так, по центру. Выкладываем один ряд, сначала выкладываем булочки с семенами кунжута. Вот так, рядышком друг к другу. Смотрите, у нас получился один ряд колобочков в кунжуте. Далее следующие два ряда будут идти вот так, с краю. Колобки мы просто обмакиваем в молоке. Выкладываем наши заготовки вот так рядышком друг к другу. Этот ряд идут у нас уже, здесь будет поменьше булочек. Далее снова идет ряд кунжутный. Каждый ряд идет у нас на уменьшение. В каждом ряду получается булочек меньше, чем в предыдущем. И таким вот образом чередуем ряды, пока у нас не закончатся все заготовки. Гляньте, какая уже красота получается. У меня все булочки не вошли на противень, потому что у меня противень нестандартный, небольшого размера. Раньше у меня в предыдущей духовке входили все булочки на противень, а сейчас вошли не все. Осталось 7 штук, я их испеку отдельно. Далее смотрите, что мы делаем. Накрываем теперь противень. Можно накрыть либо мешочком, либо кухонным полотенцем. И оставляем вот в таком виде на 30 минут для расстойки. Тем временем разогреваем духовку. Вот так через полчаса выглядят наши заготовки. Очень хорошо они поднялись, увеличились в объеме. Такая уже красота получается. Теперь отправляем противень в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекается. Булочки должны подрумяниться. 20-25 минут булочки выпекаются в духовке. Посмотрите, какие симпатичные, румяные. Теперь смотрите, что мы делаем. Я растопила немного сливочного масла. И вот те булочки, которые у нас были без кунжута, молочные, так сказать, смазываем их вот так сверху растопленным сливочным маслом. Ой, аромат какой. Вот таким вот образом отрываем булочки. Очень легко они отрываются. Посмотрите, мягчайшие, просто воздушные, еще горячие. Ой. Конечно, пробую. Мягчайшие. Да с молоком. Конечно, в булочки можно завернуть какую-нибудь начинку. Например, шоколад или вареную сгущенку. Но вот и так они как семечки. Не останется ни крошки, я вас уверяю. Обязательно приготовьте для разнообразия. Такие булочки получаются очень вкусно. Всем желаю приятного чаепития, хорошего настроения и пока.